Всех приветствую на моем канале, меня зовут Ирина, и это вторая часть мастер-класса по вязанию платья крючком облако. В первой части мы с вами связали кокетку, и теперь приступим к провязыванию ростка и основного тела платья. Давайте приступать к работе. Того, как мы разделили кокетку на переднюю и заднюю часть. Вот у меня сиреневые маркеры — это задняя часть, а мятные маркеры — это передняя часть. Теперь нам нужно провязать росток. Росток мы будем вязать на спинке. Вяжется он для того, чтобы у нас платье сидело комфортно и никуда ни вперед, ни назад у нас оно не уходило. Поэтому, когда мы провязали последний ряд, мы ниточку здесь закрепим. И вот как вы видите, вот у меня два маркера. Это задние маркеры по спинке, поэтому я беру ниточку и буду прикреплять. Я сейчас буду подсоединять новый моток. Хочу вам показать, как я скрепляю ниточку, чтобы она у меня не развязалась, и когда вы будете носить платье, чтобы ничего никуда не разлезлось. Итак, вот мы берем одна ниточка от старого мотка, одна от нового. Мы берем одну ниточку и завязываем ее вокруг второй ниточки. Вот у меня вот одна новая ниточка, вот старая. Я беру и завязываю вот так вот узелок. Старой ниточкой на новой я завязала узелок. Теперь точно так же новой ниточкой я завязываю узелок на старой ниточке. Вот, я завязала. Теперь я беру за новую ниточку и за старую ниточку и стягиваю их в разные стороны. Тем самым у меня узелки съезжаются друг к другу. Вот. Вот он у меня узелок. Теперь я беру ножницы и обстригаю ниточку вот возле самой-самой, вот видите, вот прям к самой я подхожу, и вот тут вот я ее обрезаю. Вот так вот. И у меня получается узелок, его в разные стороны тяни, он никогда у вас не развяжется. Вот так вот я соединяю любую пряжу. Все, теперь нужно нам подсоединить ниточку. Я сейчас смотаю. И теперь я беру ниточку, нахожу вот маркер на спинке, который подсоединяю, вот где маркер начинается, подсоединяю сюда рабочую ниточку, привязываю ее обычным узелком. Вот так вот. И теперь я буду провязывать росток. Росток я буду вязать обычными столбиками с одним накидом. И я их буду вязать в каждую петельку предыдущего ряда. То есть я подхватываю рабочую нить, провязываю 1, 2, 3 воздушные петельки, и в каждую петельку предыдущего ряда, то есть вот в столбик предыдущего ряда провязала, в одну воздушную петельку, опять столбик предыдущего ряда я провязываю, воздушную петельку, в столбик предыдущего ряда, воздушную петельку. И так я провязываю до конца. Вот я начала от этого маркера, и я буду провязывать до следующего маркера. И так нам нужно провязать 2-3 ряда, в зависимости от того, примеряйте на себя. Примерьте на себя, я провяжу у себя 3 ряда. Поэтому я советую, если у кого-то прям идеально ровная спинка, хватит одного, возможно, 2 ряда. Ну, я провяжу 3, хотя я не сутулый человек, но для большего комфорта мне хватит 3 рядов. Это примерно у меня будет, ну, вот так вот росток у меня будет буквально там 2,5 сантиметра.
Поэтому провязываем росток столбиками с одним накидом от маркера до маркера поворотными рядами. Сейчас я дойду до следующего маркера, развернусь и пойду вязать дальше. Я вам покажу, как я это сделаю, и вы точно так же вяжите вместе со мной. Ну вот, я провязала свой ряд первый, дошла до маркера, в петельку маркера провязала последний столбик. Теперь я провязываю 3 воздушные петельки подъема, разворачиваю свое вязание и вяжу второй ряд столбики с одним накидом в каждый столбик предыдущего ряда точно так же до конца. Когда я провязываю этот ряд до конца, я точно так же провязываю 3 воздушные петельки подъема и провязываю третий ряд точно так же, как я провязывала первый и второй. Поэтому провязываем 3 ряда ростка и переходим дальше. Вот такой вот росток у меня получился, 3 ряда столбиков с одним накидом. И теперь мы будем провязывать проймы. Смотрите, вот у нас получается эта спинка, сиреневый маркер, мятные маркеры это перед. Мы должны провязать. Обращайте внимание, что в проймах мы будем набирать на размер 42-44 22 воздушные петли, на размер 46-48 26 воздушных петель, и на размер 50-52 мы провяжем 30-32 воздушные петли. Тут опять же, чем больше размер, тем вы это определяете примеркой на себя. Итак, как мы будем это делать? Вот у нас осталась рабочая нить с последнего ряда. Мы ее подхватываем, рабочую ниточку. И так как я вяжу платье на размер 42, максимально у меня 44, я буду набирать 22 воздушные петельки. То есть я теперь набираю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Итак, вот я набрала свои 22 воздушные петельки. Теперь я нахожу мятный маркер передний. И сюда нам нужно соединить эту нашу цепочку воздушных петель. Так как мы сзади провязывали столбиками с одним накидом, спереди нам нужно точно так же провязать ряд столбиков с накидом. Поэтому я делаю накид на крючок, и вот где у меня вот этот мятный маркер, я сюда провязываю столбик с одним накидом. Вот так вот. И далее спереди я точно так же, как и сзади, провязываю в каждую петельку столбики с одним накидом. В каждую петлю ряда до конца я провязываю столбики с накидом. То есть я буду провязывать до следующего мятного маркера с обратной стороны. Провязываю. И с той стороны проймы я точно так же наберу вот эти свои петли столько же, сколько я набрала здесь. Я довязала до мятного маркера. И теперь нам нужно связать точно такую же пройму из такого же количества цепочек, из такого же количества воздушных петелек, как мы вязали вот уже с одной стороны. Поэтому в моем случае это 22 воздушные петельки. Вы набираете свое количество петель. Я провязала необходимое количество мне петель. Теперь я нахожу свой сиреневый маркер. То есть вот у меня третий ряд ростка. И сюда я теперь, нам вязать сюда столбик с накидом не надо. Мы просто
соединяем соединительной петелькой в третью. Вот она, третья воздушная петелька подъема у нас была. Мы сюда соединительной петелькой соединили. Вот, когда мы провязали 2 проймы, у нас это вот так вот получается. Вот он рукавчик, и вот она у нас пройма. Обязательно сейчас примерьте на себя, чтобы вам было комфортно. Если кому-то туго, довяжите несколько петелек. Если кому-то широко, слишком широко, тоже уберите, значит, несколько петель. Но я думаю, с этим количеством петель, которые я вам прописала, этих петель должно хватить, и вам должно быть комфортно. Итак, мы провязали соединительную петельку в третью воздушную петельку подъема, и следующий ряд мы провязываем полностью рядом столбиков без накида. То есть мы в каждую петельку начинаем провязывать столбики без накида по спинке до проймы, которую мы вязали. Сейчас провязываем полностью ряд, и я покажу, как мы будем провязывать пройму. Пройму тоже достаточно просто ее будет провязывать. Мы провязывали, в моем случае, вот я провязывала 22 воздушные петельки, поэтому в каждую петельку проймы нам нужно будет точно так же провязать столбик без накида. Поэтому сейчас я провяжу ряд столбиков без накида по ростку, по спинке. Далее я провяжу свои 22 воздушные петельки в проймах. Каждую петельку я провяжу столбик без накида. Также я провяжу по грудке спереди тоже ряд столбиков без накида. И точно так же по второй пройме я провяжу в каждую петельку столбики без накида. Поэтому давайте провяжем. Вот я подхожу к пройме. Довязываю последние столбики на ростке. И вот у меня начинается цепочка, это пройма нашего рукавчика. И теперь я в каждую петельку, вот каждая петелька, в каждую петельку я провязываю столбики без накида. Каждую петельку, которую мы провязывали. Вот таким вот образом. Когда мы подходим вот к последней петельке, я провязала последнюю петельку, и также по передней планочке мы провязываем точно так же столбики без накида в каждую петельку предыдущего ряда. И вот пройма у нас вот так вот получается. Провязываем по передней планочке, и вторую пройму, цепочку, мы провязываем точно так же, вот как я сейчас показала. Я провязала и одну, и вторые проймы, подошла к начальной точке, вот где мы тут присоединяли ниточку и начинали вязать. То есть я по ростку сзади довязала ряд и вот подошла к начальной цепочке, где мы начинали провязывать пройму, где у нас закончился последний ряд ростка. И теперь, так как дальше мы будем переходить на основной узор платья, где у нас раппорт составляет 4 воздушные петельки, поэтому сейчас мы должны полностью по последнему ряду просчитать количество петель, и дальше мы будем вязать ряд
Вот я последнюю петельку провязала, и я дальше буду продолжать вязать. То есть вам тут нужно не потерять вот эту петельку. Я знаю, что вот мы начинали, когда провязали последнюю петлю вот этого ряда, и далее начинали вязать вот эту пройму, цепочку воздушных петель. То есть вы не потеряетесь в петлях. Либо можно на последнюю петельку прикрепить маркер, чтобы эту петлю не потерять. Вот она у меня, вот эта последняя петля. Вот, и от нее я просчитаю по кругу полностью все петельки. И следующий ряд мы провяжем точно так же столбиками без накида. И в следующем ряде мы подведем петли под кратность узора, который вот мы будем вязать, раппорт равен 4. Поэтому давайте мы просчитаем все свои петли по кругу, подведем в следующем ряде, мы его провяжем столбиками без накида, подведем под кратность равную 4. Точно так же, если я сейчас покажу на примере столбиков без накида, я вот маленько подраспущу, чтобы было удобнее объяснять, как я буду добавлять либо убавлять петли в столбиках без накида. Кто знает, можете перемотать и уже начинать считать свои петли. Кто не знает, можете смотреть дальше. Кто не знает, значит смотрим и запоминаем. Итак, чтобы нам прибавить, допустим, нам нужно, вы посчитаете петли, и вам, допустим, не хватит одной, две петельки. Как нам добавить одну петлю? Очень просто. Мы в одну петельку провяжем 2 петли. Тем самым добавим петельки. Если вам нужно 1-2 петли добавить, распределите одну петельку, можно в любом месте добавить. Если 2, то распределите равномерно по всему кругу нашего платья. Если вам, например, если вам одна, например, петля лишняя, то убрать петлю можно следующим образом. Это провязать в 2 петли 1 петельку. То есть мы вводим крючок в первый столбик предыдущего ряда, оставляем его на крючке, вводим крючок во вторую петельку предыдущего ряда, оставляем на крючке и провязываем их вместе. Тем самым мы из 2 петель делаем 1 петельку. Я думаю, понятно, это все очень просто, поэтому, повторяю, просчитываем полностью петли по всему кругу, подводим их под кратность равную 4 и будем переходить на вязание узора основного платья. Я довязываю последние петельки, я сделала свои прибавки под кратность раппорта. Вот, и со следующей петельки я буду начинать вязать основной узор. То есть, когда мы провяжем последнюю петлю, предпоследнюю петлю, вот последнюю петельку, которая у меня приходилась на росток, мы ее провязываем не столбиком без накида, а просто соединительной петелькой. Вводим сюда крючок и протягиваем, чтобы у нас не было вот этого мостика переходного, чтобы у нас все ровненько было. Итак, на этом этапе мы должны примерить на себя кокетку. Я повторяла уже неоднократно, что по мере вязания мы должны ее примерять на себя. Ну, я надеюсь, у вас все получилось изначально, и мы будем продолжать дальше. Итак, я сделала соединительной петелькой в последнюю петлю моего ряда, и теперь мы будем переходить к основному узору. Мы провязываем 3 воздушные петельки подъема, 1, 2, 3. Мы провязали 3 воздушные петельки. Теперь мы считаем первую, вторую, и в третью петельку мы провязываем 2 столбика с накидом, между ними 3 воздушные петельки. Делаем накид на крючок. Вот это у нас первая петелька, откуда 3 воздушные петли мы провязывали. Вторая, и в третью петельку мы провязываем столбик с одним накидом, 3 воздушные петельки из него, опять накид на крючок, и в эту же петельку провязываем следующий столбик с накидом. Далее мы пропускаем 1, 2, 3 и в 4 петельку провязываем точно так же 2 столбика с накидом, между ними 3 воздушные петельки.
накид на крючок, пропускаем 1, 2, 3, в 4 петельку вяжем столбик с одним накидом, 1, 2, 3 воздушные петельки, опять накид на крючок, и в эту же петельку провязываем столбик с одним накидом. Дальше повторяем то же самое. Делаем накид на крючок, пропускаем 1, 2, 3, в 4 петельку провязываем столбик с одним накидом, 3 воздушные петли, опять накид на крючок, и сюда провязываем опять же столбик с одним накидом. Вот, по этой схеме мы провязываем до конца ряда. И я буду показывать, как закрывать ряд. Я провязала предпоследний раппорт, и у меня остается 1, 2, 3 и 3 воздушные петли подъема. Мы делаем накид на крючок, и вот в петельку подъема, откуда мы вязали 3 воздушные петли, провязываем столбик с одним накидом. Далее вяжем 1, 2, 3 воздушные петельки, и вот в третью воздушную петельку подъема соединительной петелькой соединяем. Вот таким образом. И у нас получается непрерывный узор. Все, мы провязали. Далее мы следующий ряд также начинаем с 3 воздушных петелек подъема, и вот в арочку из 3 воздушных петелек мы будем провязывать 5 столбиков с одним накидом. Провязываем 1, 2, 3 воздушные петельки, накид на крючок, и вот они у нас, вот эти вот арочки. В эти арочки мы будем провязывать в каждую арку по 5 столбиков с накидом. Сюда провязываем первый, сюда же второй, третий и еще 2. Пять столбиков мы провязали. Далее мы вяжем столбик без накида. Столбик без накида вяжем вот сюда, между раппортами. Провязали, опять накид на крючок, и в эту арочку опять 5 столбиков с накидом. Пять столбиков провязали, и между столбиков вот сюда опять вяжем столбик без накида. Вот так у нас должно получаться. Опять делаем накид на крючок, и в арочку опять провязываем 5 столбиков с накидом. Между раппортами столбик без накида. Вот так вот довязываем до конца ряда. Я довязала последний раппорт, и соединять мы будем в третью воздушную петельку подъема. Ввели крючок и протянули петельку через 2 петли. Вот таким образом. Далее мы переходим на вязание следующего ряда, третьего, и опять это у нас 3 воздушные петельки подъема мы провязываем. 1, 2, 3 петелька, и далее вот в серединный столбик, вот 1, 2, 3 столбик, мы будем провязывать 2 столбика с накидом, между ними 3 воздушные петельки. Делаем накид на крючок, находим вот этот срединный столбик, вот он у нас, и в него провязываем столбик с накидом, 3 воздушные петельки, опять накид на крючок, и сюда же вяжем еще один столбик с накидом. Провязали, опять накид на крючок, вот он срединный столбик. В этот срединный столбик мы провязываем столбик с накидом, 3 воздушные петельки, и сюда же провязываем еще один столбик с одним накидом. Срединный столбик в третий.
Вот так вот. Когда мы этот ряд довязали до конца, мы видим, что мы вот отсюда провязали 3 воздушные петельки подъема и соединяем в третью воздушную петлю подъема. И опять следующий ряд мы начинаем с 3 воздушных петелек подъема и вяжем по 5 столбиков с одним накидом в каждую арочку. А в конце ряда будем соединять точно так же в третью воздушную петельку подъема и также начинать ряд будем также с 3 воздушных петелек подъема. Все, вяжем до уровня под грудью, чуть-чуть пониже. После того, как мы провязали верхнюю часть до уровня под грудью, у меня это получилось 7 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. У вас может получиться свое количество рядов. Мы должны подвести этот ряд под обычные столбики с накидом. Как мы это будем вязать? Мы будем вязать вот по вот такой вот схеме. Значит, вот последний ряд у нас вот провязанный. Группа по 5 столбиков с накидом мы провязали. Вот они у нас. Вот мы провязали последний ряд, группа столбиков с накидом по 5 столбиков, вот они. И далее мы сейчас вяжем 3 воздушные петельки. И теперь мы вяжем 3 воздушные петли подъема. И далее смотрим, мы провязываем 3 столбика вот в группу из 5 столбиков с накидом. И 1 столбик вот в столбик без накида, потому что у нас раппорт кратен 4 изначально был, а сейчас под конец у нас, как вы заметите, у нас раппорт расширился, у нас получилось 5 плюс 1. У нас в конце раппорта получается естественное расширение в 6 воздушных петель. В дальнейшем, конечно, на пышность юбки для нас это будет плюс, и нам не нужно будет делать специальные расчеты для того, чтобы произвести прибавки, так как раппорт узора нам это позволяет по конечному ряду. Ну а сейчас мы должны подвести петли под кратность начального ряда, то есть 4, и мы это будем делать так. Я провязала 3 воздушные петельки, далее я вяжу столбики с одним накидом. Первый я провязала вот получается, если вы увидите, вот у нас вот 1, 2, 3. Вот в эти вот первые 3, получается, мы 1 и 5 оставляем, а вяжем во 2, в 3, в 4. Накид на крючок. Вот я провязываю первый столбик во 2 столбик предыдущего ряда, 2 столбик в 3 столбик предыдущего ряда и 3 столбик я провязываю в 4 столбик предыдущего ряда. Провязала. Дальше опять накид на крючок, и я вяжу следующий столбик в столбик без накида предыдущего ряда. Вот сюда, вот он у меня этот столбик, сюда я провязываю. Опять накид на крючок, и опять также во 2 провязываю, в 3 провязываю столбики с накидом и в 4 провязываю столбик с накидом. Накид на крючок и в столбик без накида предыдущего ряда. Вот так вот мы провязываем до конца ряда, и потом в каждую петельку вот этого ряда мы провяжем еще столбики без накида. Поэтому провязываем этот ряд до конца, соединим потом в 3 воздушную петельку подъема, провяжем 2 воздушные петельки на подъем и в эту же петельку провяжем столбик без накида, и дальше в каждую петлю провяжем столбики без накида. Вот таким образом у нас получается. Я провязала вот последний ряд, который я вам показывала, подвела кратность этого ряда под кратность узора равного 4, то есть мы в начале, когда начинали вязать по этой схеме, у нас кратность была равна 4,
А когда мы довязали вот последний ряд этого узора, у нас кратность образовалась равная 6. Я провязала последний ряд и подвела опять под кратность равную 4. Получается, мы довязали практически до уровня талии, так как платье у нас имеет достаточно свободную посадку. И сейчас мы провяжем несколько рядов провязки и далее будем переходить опять на вязание вот этого узора. А дальше у нас частично пойдет, мы будем чередовать вот эту часть узора, ряды провязки и опять вот это вот основной узор у нас будет. Мы провязали последний ряд, который мы вязали вот по этой схеме. Мы провязывали по 3 столбика в группу из 5 столбиков с накидом и 1 столбик в столбик без накида предыдущего ряда. И получается, что у нас последний ряд был столбики с одним накидом. Сейчас мы будем вязать провязку вот по такой схеме. Мы уже провязали вот этот вот ряд. Вот этот ряд последним у нас провязанный. Он у нас вот обозначен на схеме столбиками с одним накидом. Далее мы в каждую петельку ряда провязываем столбики без накида. Далее переходим, вяжем столбик, воздушная петля, столбик, воздушная петля, столбик. Потом опять ряд столбики без накидов, ряд столбики с накидом и столбики без накидов. Думаю, тут ничего сложного нету, но я покажу, как мы начнем вязать. То есть мы начнем с двух, так как мы провязали уже ряд столбиков с накидом, мы сейчас начинаем с 2 воздушных петелек подъема. Поэтому мы начинаем с 2 воздушных петелек подъема. Первый столбик мы провязываем в эту же петельку, из которой провязали 2 воздушные петельки подъема. И далее в каждую петлю ряда мы провязываем столбик без накида. Вяжем по кругу до конца ряда. Далее мы провязываем, соединяем в 2 воздушные петельки подъема и провязываем 3 воздушные петельки на следующий ряд и начинаем вязать вот этот ряд. Я провязала ряд столбиками без накида и сейчас перехожу на ряд столбик, воздушная петля, столбик, воздушная петля. Для этого мы начинаем ряд с 3 воздушных петель подъема. Это у нас будет считаться за 1 столбик с накидом. Далее провязываем 1 воздушную петельку на ряд и пропускаем 1 петлю основания, в следующую вяжем столбик с одним накидом. Накид на крючок, пропускаем петлю основания и в следующую вяжем столбик с одним накидом. Опять воздушная петелька, накид на крючок, пропускаем 1 петлю, следующую провязываем столбик с накидом. Воздушная петля, накид на крючок, пропускаем 1 петельку, следующую вяжем столбик с накидом. И таким образом мы провязываем ряд до конца. В конце ряда мы соединяем в 3 воздушную петельку подъема. И следующий ряд мы провязываем. Когда мы этот ряд закончим, следующий ряд мы опять провязываем в каждую предыдущую петельку столбик с накидом, потом вот мы провяжем в этот столбик с накидом столбик без накида, сюда провяжем столбик без накида, то есть в каждую предыдущую петлю ряда мы провязываем столбики без накида. Опять закрываем ряд и следующий ряд мы вяжем столбики с одним накидом, точно так же как мы вязали вот этот ряд столбики без накида, воздушная петля, то здесь мы в каждый предыдущий столбик ряда провязываем столбик с одним накидом. И последний ряд у нас будет столбики без накида. Всего у нас получается 6 рядов провязки. Поэтому следующие ряды я уже не буду провязывать. Тут, я думаю, и так все понятно. Без всяких убавок, прибавок. Просто провязываем этот блок провязки. Я провязала все ряды нашей вот этой схемы провязки. И теперь мы будем переходить опять к вязанию нашего основного узора. Подводить петли под кратность раппорта нам не нужно, потому что мы вот в этом ряде, когда мы провязывали вот этот ряд, мы эти петли все подвели, и у нас раппорт уже здесь кратен 4. Поэтому мы начинаем вязать по схеме
по этой основной. Я показывать опять ее вязание не буду, потому что мы ее уже вязали. Возвращаемся в видео, ссылочку я приложу. Вязание основного узора, и опять повторяем этот узор. Мы должны провязать по этой схеме до начальной линии бедер, там, где у нас от талии идет расширение на бедра. Поэтому в соответствии с особенностями вашей фигуры, основываясь именно на ваши параметры, вы должны провязать столько рядов, сколько необходимо на ту точку, где у вас пойдет расширение от линии талии к бедрам. Я провязала 5 рядов, и у меня это вот как раз до уровня бедер. Там, где у меня начинается самая выступающая часть от талии к бедрам, мне понадобилось провязать 5 рядов. У вас может быть свое количество рядов. И сейчас мы опять перейдем к ряду провязки. Итак, теперь мы будем переходить на вязание провязки. Мы помним, что когда мы провязали вот этим узором, у нас последний ряд, это мы вязали группа 5 столбиков с накидом, вот это, да, и столбик без накида в серединку мы провязывали. И у нас всегда перед тем, как мы начинаем делать провязку, мы всегда провязываем вот этот ряд. То есть мы не забываем, что мы провязываем этот ряд перед началом провязки, перед рядами провязки. То есть мы в группу из 5 столбиков с накидом вот в серединку провязываем 3 столбика с накидом вот эти. И где мы вязали столбик без накида, сюда вяжем столбик с накидом. Давайте начинать это вязать. Я подробно останавливаться не буду, потому что я это уже показывала. Мы провязываем 3 воздушные петельки, в серединку провязываем 3 столбика с одним накидом. Первый, второй и третий. И столбик с накидом в столбик без накида предыдущего ряда. И далее также вяжем еще 3 столбика с накидом, точно так же в серединку группы из 5 столбиков с одним накидом. И мы провязываем этот ряд до конца, и дальше у нас будут ряды провязки, которые мы уже с вами провязывали. Вот эти вот мы также провяжем, когда мы провяжем вот этот ряд, мы перейдем к ряду провязки, провяжем ряды провязки. И когда мы начнем провязывать, вот мы провяжем вот этот предпоследний ряд, мы посчитаем петельки и будем измерять по последнему ряду в сантиметрах, сколько у нас получится последний ряд. Нам нужно будет добавить необходимые петли, кому это нужно будет, чтобы у нас объем проходил по объему бедер. И также нам нужно будет, далее мы будем переходить на вот эту схему вязания, которую мы тоже с вами уже вязали. А здесь раппорт будет кратен 6. И, соответственно, нам нужно будет еще в последнем ряде подвести кратность петель под раппорт нашего узора. Поэтому давайте мы провяжем сейчас этот ряд до конца. Далее мы будем переходить к ряду провязки. Он у нас будет по схеме, которую я показала. Я вам все дальше покажу, как мы будем вязать. И давайте приступать. Я провязала этот ряд, соединила в 3-ю воздушную петельку подъема, и сейчас вот получается мы вот этот ряд провязали. Следующий ряд мы вяжем столбики без накида, начинаем с 2 воздушных петелек, в эту же петлю провязываем столбик без накида, и далее мы провязываем в каждую петельку предыдущего ряда столбики без накида. Завершили ряд во 2-ю воздушную петельку подъема, и следующий ряд мы помним, да, что мы вяжем столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля. Изначально набираем 1, 2, 3 воздушные петельки подъема, 1 петелька на ряд, накид на крючок, пропускаем 1 петельку, а в следующую вяжем столбик с одним накидом, опять воздушная петля, накид на крючок, пропускаем 1 петельку, в следующую провязываем столбик
столбик с одним накидом. Мы, когда этот ряд довяжем до конца, соединим в третью воздушную петельку подъема и следующий ряд провязываем в каждую предыдущую петельку ряда столбики без накида. Будем столбики без накида провязывать в каждый столбик предыдущего ряда вот сюда и в воздушную петельку столбик, в столбик предыдущего ряда столбик, в воздушную петельку столбик. Я провязала вот этот ряд, провязала столбики без накида, и сейчас буду переходить вязать ряд столбиков с одним накидом. И что мы должны сделать? Когда мы начнем провязывать этот ряд, мы должны просчитать, сколько столбиков у нас в этом ряду. Потому что последний ряд столбики без накида мы должны будем подвести под кратность раппорта равного 6, потому что мы будем переходить на этот узор. Этот узор мы уже вязали в кокетке. Вот мы вязали цветочек, и от цветочка мы начинали вязать вот такие вот листики. Поэтому как вязать эту схему мы знаем. Я ее немножко изменила. Мы вязали ее, вот только один столбик середины с двумя накидами был. Сейчас мы будем здесь провязывать 3 столбика с двумя накидами с общей вершиной. Поэтому сейчас мы провязываем ряд столбиков с одним накидом, считаем, сколько здесь у нас петель, сколько столбиков в ряде, и в следующем ряде, когда мы начнем провязывать столбики без накида, мы должны будем их подвести под кратность равную 6. То есть, если вам будет не хватать 1, 2, либо 3 петельки, лучше их добавить, потому что убавлять не стоит, так как у нас юбка дальше, нижняя часть платья юбочная, она у нас пойдет на расширение, и если вам не хватит 1, либо 2, 3 петельки, их лучше добавить, нежели убавить. Поэтому давайте провязывать сейчас ряд. Я вот начинаю провязывать ряд столбики с одним накидом. Я начинаю провязку с 3 воздушных петель с одним накидом, и в каждую петельку ряда я буду провязывать столбик с одним накидом. И параллельно просчитываем, сколько у нас столбиков. Просчитаем в этом ряде количество столбиков, а в следующем ряде мы будем подводить их под кратность равную 6. Если нужно будет добавить 1-2 петельки, то соответственно мы будем в одну петельку провязывать по 2 столбика без накида. Это будет у нас в следующем ряду. Я просчитала петли в последнем ряде, и мне нужно добавить 1 петельку, поэтому я провязываю 2 воздушные петли подъема, и добавить 1-2 петельки можно абсолютно в любом месте. Поэтому я сейчас добавлю 1 петельку, тем самым подведу узор под кратность равную 6. Подведу петли, точнее, под кратность равную 6. Вот я провязываю в 1 петельку петлю, и еще сюда же я еще 1 петельку провязала. Все, я добавила 1 петельку, и теперь провязываю ряд до конца. Мы провязали провязку по вот этой схеме. Напоминаю, что вот именно в рядах провязки вы всегда сможете добавить либо убавить петли на ваше усмотрение. Если вы хотите более пышный низ юбки, вы можете именно в этих рядах добавить либо немножко убавить. То есть в этих рядах вы можете корректировать пышность, либо наоборот заужение делать именно в рядах провязки. Итак, мы ряд провязки провязали. И теперь будем переходить к первому ряду, который мы уже вязали, я уже показывала. Я условно, чтобы для большего понимания было, я назову этот узор листья. И в описании я тоже буду давать именно описание узора листья. Итак, мы этот ряд начинаем с 3 воздушных петель подъема,
3 воздушные петли подъема мы провязали, 1, 2, в третью петельку мы провязываем 2 столбика с 2 накидами, между ними 3 воздушных петельки. Я делаю двойной накид, 1, 2, в третью петельку я провязываю столбик с 2 накидами, 1, 2, 3, 3 воздушные петельки, двойной накид, и в эту же петельку я провязываю второй столбик с накидом. Я уже показывала, как вязать все ряды этого узора. Я подробно останавливаться не буду, покажу подробнее только вот этот второй ряд, так как у нас здесь изменения вот именно вот в этих столбиках. Сейчас мы провязываем 3 воздушные петельки, пропускаем 1, 2, и в третью петельку вяжем столбик без накида. Опять 1, 2, 3, двойной накид на крючок, 1, 2, в третью петельку провязываю двойной столбик с накидом. Столбик с двойным накидом, простите, пожалуйста. 3 воздушные петельки, двойной накид на крючок, и сюда же столбик с двойным накидом. И так мы повторяем до конца ряда и переходим на следующий ряд. Я соединила в третью воздушную петельку подъема, и теперь перехожу на следующий ряд, вот где у нас измененные столбики, что мы на кокетке мы вязали вот этот один столбик с 2 накидами. Сейчас мы будем 3 столбика с 2 накидами с общей вершиной вязать. Итак, начинаем мы с 4 воздушных петелек подъема. 1, 2, 3, 4, 2 петельки на ряд провязываем, делаем двойной накид на крючок, и вот можно в арочку вязать, можно вот так как у нас получается 3 группы по столбикам с 2 накидами с общим основанием и с общей вершиной, мы так вяжем вот в арочку из 3 воздушных петель, то можно вязать просто в арочку, а можно вот каждую группу вот эту вот вязать в каждую петельку. То есть вот первую группу, в первую петельку вязать, вторую, во вторую петельку, третью, в третью вязать. То есть это на ваше усмотрение, как вы будете вязать. Вот так вот я буду подарочку вязать. Первый столбик, второй провязываем, сюда же третий столбик, провязываем их вместе 2 воздушные петельки. Между каждой группой у нас по 2 воздушные петельки. Связали, опять двойной накид на крючок, и сюда же вяжем вторую группу. Первый столбик, второй столбик с 2 накидами, двойной накид на крючок, третий столбик, провязываем их вместе 2 воздушные петельки. Провязали. Далее третья группа, сюда же вяжем первый столбик, второй и третий столбик. Провязываем вместе, провязали 2 воздушные петельки, также провязываем. Вот у нас 3 группы, и теперь мы вяжем 3 столбика с общей вершиной с двойным накидом. Первый столбик мы вяжем вот в этот столбик предыдущего ряда, срединный столбик мы вяжем столбик без накида предыдущего ряда, и третий столбик мы провязываем вот в этот столбик предыдущего ряда. 2 воздушные петельки мы провязали, делаем двойной накид на крючок, первый столбик провязываем вот в этот столбик, сюда вводим крючок и провязываем сюда столбик с двойным накидом, оставляем его на крючке, опять двойной накид на крючок, вот в этот срединный столбик без накида провязываем столбик с 2 накидами, опять двойной накид на крючок, и вот в этот столбик провязываем наш последний третий столбик. Вот у нас 3 столбика на крючке, мы их вместе провязываем и 2 воздушные петельки. Вот так вот. Сейчас я еще раз покажу вам полностью раппорт, как мы будем провязывать. Сейчас я провяжу группу из 3 столбиков
с 2 накидами. Всего у нас таких здесь 3 группы, поэтому мы их провязываем. Между каждой группой по 2 воздушные петельки. Провязали 3 группы, 2 воздушные петельки, и сейчас провязываем 3 столбика, 2 накида на крючок. Первый столбик вяжем вот в этот столбик, сюда провязали, второй столбик без накида предыдущего ряда, и третий вот сюда будем вязать. Два столбика на крючке, 3 столбика на крючке, провязываем вместе 2 воздушные петельки и повторяем опять. Вот таким образом мы провязываем ряд до конца, соединяем в 4-ю воздушную петельку подъема. Следующий ряд мы опять начинаем с 4 воздушных петель подъема и начинаем провязывать то же самое, что мы вязали на кокетке. Этот ряд я уже провязывать не буду, показывать, потому что мы его уже вязали, он у нас без изменений, поэтому вяжем 2 и 3 ряд. Я провязала вот последний ряд этот, и теперь мы начнем провязывать опять столбик воздушная петля, столбик воздушная петля. Что обратите внимание, напоминаю вам, что мы столбики будем вязать вот между блоками из 3 групп столбиков с 2 накидами и между раппортом. В остальном везде воздушные петли. Итак, мы начинаем с 4 воздушных петель подъема. Я провязала 3, 4 воздушная петелька подъема, 1 петля на ряд, и первый столбик я буду провязывать вот между вот этой группой из 3 столбиков с 2 накидами. Столбик с 1 накидом, воздушная петля, накид на крючок, теперь вот сюда между вот этими 2 группами. Воздушная петля, накид на крючок, сюда мы вяжем. Воздушная петля, накид на крючок, вяжем вот между раппортами. Воздушная петля, опять вот между вот этими 2 провязываем столбик с 1 накидом. Воздушная петелька между 2. Воздушная петелька опять между вот этими 2. Воздушная петелька и между раппортами. Вот так у нас получается. Провязываем ряд до конца и соединяем в 4-ю воздушную петельку подъема. Когда мы провязали последний ряд, вы сможете заметить, что мы начинали с раппорта кратного 6 и подошли к раппорту. У нас в конечном итоге получается раппорт равен 8. Теперь следующий ряд мы провяжем столбиками без накида. Мы начнем с 2 воздушных петелек подъема, в эту же петельку провяжем первый столбик и далее будем вязать в каждую петлю ряда. То есть вот мы провязываем столбик с 1 накидом, потом воздушную петельку, опять столбик с накидом, воздушную петельку, и так провязываем до конца. Примеряйте на себя по ходу вязания. Ну, я думаю, должно по ширине и по объему быть хорошо, потому что у нас далее раппорт пойдет, он везде у нас будет на расширении, и за счет этого нам не нужно будет делать каких-то сильно больших прибавок в петлях, потому что у нас и так должно получиться достаточно струящееся
низ платья. Итак, когда мы провяжем ряд столбиков без накида, далее мы будем переходить на опять основной узор. И так как здесь у нас раппорт получается 8 петель, а здесь у нас раппорт кратен 4, то нам ничего не нужно подсчитывать, никакие петли. И никуда нам не нужно будет добавлять, убавлять. Мы просто сразу начинаем вязать основной узор. И здесь вы далее у нас никаких вот новых моментов в платье не будет, у нас будет вот повторяться вот провязка вот это, потом основной узор, провязка, то есть вот эта провязка идет, потом вот этот основной узор, листья, и основной узор у нас пойдет. То есть мы дальше будем провязывать блоками, то есть у нас будет блок основного вот узора, я сейчас провяжу, потом опять ряд провязки, вот этот узор листьями, и опять вот по таким блокам будем вязать. Вы должны будете сами определять, какая ширина блока у вас будет, сколько у вас этих блоков будет, какую провязку вы будете вязать. Поэтому давайте приступим дальше к вязанию, и я уже буду показывать вам, как я буду обвязывать низ, подол платья. Когда вы провяжете необходимую вам длину, то мы будем делать последние ряды провязки и обвязки низа изделия. Вот когда мы провяжем длину, мы начнем делать ряд провязки, потом мы провяжем опять вот эту схему узора и уже ее будем обвязывать столбиками с пико. То есть низ изделия у нас, вот когда мы довяжем основную длину, ту длину, которая необходима там мини, по колено, либо у всех разная длина может быть, то вы у себя возьмите и измерьте. Вот вы свяжете, у нас, допустим, как вот в моем случае, да, вот я провязала, вот у меня закончился узор. И далее мы считаем, чтобы нам определиться с длиной, и мы измеряем, что вот от последнего ряда, условно, вот этот у нас последний ряд будет, вот, и вот эту часть, вот у нас оборка такая будет. Примерно это около 7-7,5 сантиметров дополнительно у нас еще к длине будет. Поэтому мы ориентируемся на то, что вот вы провязали, то есть вот этим основным узором, и дальше у нас еще примерно 7-8 сантиметров будет идти оборка. И как мы низ изделия начнем провязывать. То есть мы всегда, когда провязывали вот последний ряд, вот этот провязывали, мы начинали переходить на схему. То есть мы в группу из 5 столбиков с одним накидом провязывали 3 столбика с накидом, и в столбик без накида предыдущего ряда также мы провязывали столбик с накидом. Всего у нас на один раппорт приходилось 4 петли, потому что мы подводили их к начальным петлям. Сейчас же мы будем вязать вот в группу из 5 столбиков с одним накидом не 3 столбика, а 4. Это вот 4 столбика, обратите внимание, что мы будем вязать именно когда мы уже провязали всю длину и будем переходить к обвязке низа изделия. То есть вот я уже частично провязала, мы провяжем, вот как по схеме мы вязали, столбик с накидом в столбик без накида предыдущего ряда, вот я провязала, и дальше вот я буду вязать первый столбик, у меня здесь группа из 5 столбиков с накидом, первый, второй, третий столбик и четвертый. Вот, в группу из 5 столбиков с накидом я провязала 4 столбика. 4 столбика провязала, и сюда вяжу еще один столбик. Вот, поэтому мы провязываем столбик с одним накидом в столбик без накида предыдущего ряда, вот сюда. Там, где мы вязали 3 столбика, сюда провязываем 4 столбика. Вот, еще раз, сюда первый столбик провязываем, в этот столбик предыдущего ряда второй, сюда в эту петельку третий и четвертый столбик.
Вот так вот у нас будет получаться. И мы так вяжем до конца ряда. Когда мы провяжем до конца ряда, далее мы будем провязывать опять нашу провязку. Когда мы провяжем провязку, после провязки мы будем переходить на узор листья. И мы помним, что при переходе на узор листья, здесь у нас кратность раппорта равна 6. Поэтому по последнему ряду мы посчитаем петельки и подведем под раппорт кратный 6 и провяжем наш, вот это у нас будет обвязка низа изделия. И по последнему ряду я покажу, как мы будем обвязывать. Поэтому мы должны сейчас провязать ряд столбиками с одним накидом, но вот здесь у нас будет раппорт по последнему ряду не 4, а 5 петель, поэтому мы провязываем сюда по 5 петель. Далее мы провязываем ряд обвязки, вяжем. После рядов провязки в последнем ряде вот столбиками без накида подводим петли под кратность равного 6 и начинаем вязать узор листья. Провязываем полностью все ряды. И в завершение я покажу, как мы будем делать обвязку с пико. Поэтому давайте провязываем и будем производить завершающую обвязку последнего ряда. Когда мы провязали нашу провязку, провязали вот по этой схеме все ряды, и теперь мы будем делать обвязку низа изделия. Вот дальше это получается у нас нижняя рюша такая, и мы ее будем обвязывать столбиками без накида с пико. Я в конце ряда соединила в третью воздушную петельку подъема, и теперь, так как мы будем провязывать столбики без накида, я провязываю 1-2 воздушные петельки подъема и в эту же петельку провязываю столбик без накида. И вот между петлями подъема, которые мы соединяли в третью воздушную петлю подъема, сюда провязываем еще один столбик. Далее, смотрите, пико мы будем вязать вот между двумя столбиками, сюда и сюда. То есть у нас будет получаться пико приходиться вот сюда, в серединку. То есть вот сюда у нас будут как бы заканчиваться схемы вот такими пико красивыми. Поэтому мы провязали 2 петельки подъема, провязали столбик без накида, провязали сюда еще один столбик. И теперь начинаем вязать вот сюда, между двух столбиков. Провязываем первый столбик без накида и провязываем 4 воздушные петельки. 3, 4. И теперь вот сюда, вот в эту петельку провязываем пико. Провязали пико. И сюда же еще один столбик. Провязали. Теперь мы вот между двумя столбиками сюда провязываем 2 столбика без накида. И сюда опять провязываем столбик без накида, 4 воздушные петельки, 3, 4. Вводим вот сюда крючок в петельке основания и протягиваем рабочую нить. Провязали пико. И сюда еще один столбик без накида. Вот так вот у нас должно получаться. Теперь вот между раппортами, вот сюда, мы будем провязывать 3 столбика без накида. Первый, второй и третий. То есть, что у нас получается? Вот в сам раппорт, вот сюда, сюда и сюда мы провязываем по 2 столбика. Вот которые между столбиками идут, мы сюда провязываем еще пико. А между раппортами мы провязываем 3 столбика. Давайте еще раз. Вот сюда провязываем первый столбик. Из него провязываем 4 воздушные петельки и провязываем пико. Провязали. И сюда еще один столбик. Здесь у нас 2 столбика и между ними пико. Вот в серединку раппорта просто 2 столбика вяжем. И здесь между двумя вот этими шишечками провязываем первый столбик, 4 воздушные петельки, провязываем пико в петельке основания и довязываем второй столбик. Между раппортами вот сюда провязываем 3 столбика.
Первый, второй и третий. И повторяем все то же самое. У нас должно получиться вот так вот. Это у нас будет обвязка низа изделия. Поэтому провязываем ряд до конца и соединяем в 2 воздушные петельки подъема. Все, мы обвязали низ изделия, и это у нас выглядит вот так вот. Теперь мы будем переходить дальше и будем обвязывать горловину. То есть будем обвязывать верх нашей кокетки. Подсоединяем ниточку. Подсоединила ниточку, и сейчас мы полностью по кругу всей нашей кокетки в каждую петельку провяжем столбики без накида. То есть подхватываем рабочую ниточку, провязываем 1-2 воздушные петельки, и вот в каждую петельку предыдущего ряда мы провязываем столбики без накида. Провязываем в каждую петельку до конца ряда и соединяем в 2 воздушные петельки подъема. Завершили ряд и соединили во вторую петельку подъема, и сейчас мы начнем провязывать ракушки. Делаем 3 воздушные петельки подъема. Петли нам просчитывать не нужно, мы подкорректируем в конце ряда. Делаем накид на крючок и считаем 1, 2, в 3 петельку провязываем. Вот в эту петельку будем провязывать 6 столбиков с одним накидом. Вот 1 столбик провязали, сюда еще провязываем 5. Провязали 6 столбиков. Считаем эту петельку, в которую мы вязали, не считаем, а считаем от нее 1, 2, 3. В 3 петельку провязываем столбик без накида. Опять накид на крючок. Считаем эту петельку, в которую мы вязали, не считаем. Считаем от нее 1, 2, 3. В 3 петельку начинаем провязывать опять 6 столбиков с одним накидом. Провязали, считаем 1, 2, 3. В 3 петельку провязали столбик без накида. Вот таким вот образом мы провязываем. Провязываем мы до конца ряда. Когда вы к концу ряда будете подходить, это получается будет у нас задняя часть. То есть я начала вязать вот в сторону передней части, и вы точно так же вяжите в сторону, сначала обвяжите переднюю часть и далее переходите вот на заднюю. Когда вы подойдете к задней части, просчитайте тут несколько раппортов, потому что у нас раппорт получается, вот мы считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6 петелек. Если у вас где-то тут не хватит, там 1-2 петельки, просто скорректируйте, не в 3 петельку провяжите столбик без накида, а во 2 провяжите. То есть скорректируйте, там у вас может не хватить 1 либо 2 петельки, которые можно легко скорректировать вот именно таким образом. Я подойду к концу ряда, как у меня получится, я обязательно покажу. Я провязываю последний раппорт, и вот у меня остается 1, 2, 3, 4, 5, как раз ровно 6 петелек. Но если бы, вот смотрите, если бы у меня, например, была бы лишняя 1 или 2 петельки, то я, допустим, чтобы сократить эти петли, я должна соединять, вот провязала, допустим, раппорт, должна соединять 1, 2, 3 петельку. Я бы соединила в 4 петельку вот таким образом, чтобы сократить немножко петелек. В одном и во втором раппорте где-то я бы вот так соединила. Таким образом можно сделать, сократить количество петель. Если же вам, допустим, у вас не хватает петелек, то можно не в 3, во 2 петельку соединить, если у вас, допустим, осталось там не 6 петель, а 5 петель. Поэтому вот таким образом можно поступить. Так как у меня как раз ровненько хватает, то я довязываю ряд.
6 столбик. И вот теперь у меня 1, 2, 3. Ну вот у меня вот, кстати, вот одна тоже лишняя петелька оказалась, но это ничего страшного, я соединю в 3-ю петлю и все, и я ниточку обрежу. Эту одну петельку не будет сильно видно. Все, я обрезала петельку. Теперь крючком потоньше я эту ниточку спрячу. Я беру вот, всегда заправляю ниточки с тоненьким крючком. Это у меня, по-моему, 1,1 крючок. Очень удобно тонким крючком заправлять ниточки. И на узелок завязываю. И через несколько петелек протягиваю ниточку. Протягиваю и обрезаю. Вот так вот я прячу хвостики. Вот. Таким образом. Далее мы будем переходить на обвязку рукавчиков. Поэтому вот у нас горловина вот так вот получается. Очень красиво выглядит. И теперь будем переходить к нашим рукавчикам. Теперь переходим на обвязку рукавчика. Я присоединила нить, набрала 2 воздушные петельки подъема, и я подсоединила нить, где мы на спинке вот росток вязали, ряды. Я в этом месте присоединила ниточку. Итак, я провязала 2 воздушные петли подъема, в эту же петельку провязываю столбик без накида, и дальше начинаю провязывать столбики без накида полностью по кругу нашего рукавчика. Провязывайте любым удобным вам способом, чтобы главное не было стянуто. Поэтому провязывайте полностью по кругу. Вот, допустим, вот в какой-то промежуток можно провязать 3 столбика без накида. Где-то вот где поменьше можно провязать 2 столбика без накида. В общем, обвяжите рукав удобным вам способом, чтобы ничего не стягивало, столбиками без накида. И соединим мы этот ряд в 2 воздушные петельки подъема. В конце ряда провязываем и соединяем. Вот мы провязывали 2 воздушные петельки подъема, сюда мы соединительной петелькой соединяем. Все, мы провязали полностью по кругу ряд по всему рукавчику столбиками без накида. Теперь мы провяжем ряд столбиками с одним накидом. Провязываем 3 воздушные петельки подъема и в каждую петельку ряда провязываем столбик с одним накидом. Также вяжем до конца ряда и в конце ряда соединяем в 3-ю воздушную петельку подъема. Провязываем по кругу. Мы соединили ряд 3-ю воздушную петельку подъема, и сейчас мы будем провязывать ряд вот точно такими же веерочками, как мы обвязывали горловину нашего платья, только на рукавчиках у нас это будет еще с пико. Итак, провязываем 3 воздушные петельки подъема, делаем накид на крючок, 1, 2, в 3-ю, в 3-ю провязываем 3 столбика с накидом, 1, 2, 3. Провязываем 4 воздушные петельки на пико, вводим крючок в петли основания, протягиваем рабочую нить и в эту же петельку довязываем еще 3 столбика. То есть мы провязываем то же самое, что мы провязывали по вороту нашего платья, по горловине, 6 столбиков, только здесь у нас будет пико. Провязали, пропускаем 1, 2, 3, в 3-ю провязываем столбик без накида. Опять накид на крючок, 1, 2, 3, в 3-ю петельку провязываем 3 столбика с накидом. Четыре воздушные петельки, вводим крючок в петли основания, подхватываем рабочую нить, протягиваем через петельки и сюда еще же 3 столбика с одним накидом довязываем.
Пропускаем 1, 2, и в 3 петельку провязываем столбик без накида. Вот так вот у нас должно получиться. Вяжем по кругу, довязываем до конца ряда и соединяем в 3 воздушную петельку подъема. Здесь у нас мы будем вязать точно так же, если где-то у нас не хватает 1-2 петельки, то есть мы тогда шаг на 1 петельку увеличиваем, либо если у нас 1-2 лишние, значит мы уменьшаем. Вот, поэтому довязываем до конца ряда, в 3 воздушную петлю соединяем, и рукавчик у нас уже будет готов. И мы обвязали рукавчики, и вот так вот у нас получилось. Нам осталось связать только небольшой поясок. Я оставлю ссылочку на видео. На моем канале есть видео, как связать поясок легко и быстро именно к вязаному платью. Поэтому переходите в описание, щелкайте по ссылочке и вяжите себе поясок. И мне было очень приятно вязать с вами вместе. Сохраняйте себе в закладочке это видео, делитесь с друзьями, ставьте лайки, подписывайтесь. И до новых интересных видео и мастер-классов.